Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Испирационе. Таро-прогноз «Что ждет до конца мая? События и неожиданности». Давайте узнаем, что скоро случится, что произойдет в вашей жизни. И, возможно, это будет для вас неожиданно, стремительно. И к чему же это все идет? Что будет продолжаться? Мы с вами также узнаем. У нас сегодня 3 колоды, но несколько видоизменим наш расклад и достанем в самом начале 2 карты. Сбудется ли ваше желание? Осуществится ли до конца мая задуманное, намеченное? И не торопитесь ставить вопросы. У вас будет время, пока вы смотрите расклад. Но вполне вероятно, в связи с тем, что вы услышите, вы сами видоизмените свой либо вопрос, либо, может быть, захочется поиграть с интуицией. К примеру, загадать, что будет, если я поступлю определенным образом, и что будет, если я поступлю как-то иначе. Или, может быть, по срокам, кстати, да, тут ведь тоже, ну или любая подсказка, даже как 2 карты совет, такое тоже вполне допускаю. Сколько людей, столько мнений. И следующая колода, мы с нее именно начинаем. Продолжаем, точнее, но начинаем основные вопросы задавать. И первым нашим вопросом так и будет звучать. Так что же для вас неожиданно, внезапно, до конца мая? Какой сферы жизни? Это Калинорман. Колоду прорисовал Чиро Маркетти. Итак, что для дев до конца мая? Внезапно, неожиданно. Что уйдет? Или что вы завершите до конца мая? До ума, может быть, что-то доведете, какой-то вопрос. И что придет взамен до конца мая? Что нового идет на ваш порог? Как изменится ваша жизнь? Возможно, и вы сами изменитесь. Чем, с кем это связано? А что будет продолжаться? То есть вот к чему все идет? А последняя карта у нас будет звучать так. Приятные сюрпризы. Именно сюрприз. С позиции чего-то радостного, чего-то хорошего. Что это будет для вас до конца мая? Итак, давайте начнем. А вот именно эти 2 карты мы откроем в самом конце. Что же будет для вас неожиданно? Возможно, вам придется отправиться в какую-то инстанцию и провести ряд переговоров, ряд встреч с какими-то контактными лицами. Но точно так же вы можете получить какой-то документ, ну, может быть, и будет какой-то диалог, вот именно в конторе, в инстанции, потому что карта башни – это не та башня, которую мы рассматриваем как трансформацию в колоде Таро. Нет, это именно организация. Где-то эта карта будет говорить, и, возможно, вам придется себя, ну, как реорганизовать на что-то, изменить ваши планы. Но именно потому, что у вас сейчас, в мае месяце, складывается возможность, как получить какой-то документ или сделать первые шаги, что-то организовать. У кого-то это может касаться ваших задумок на более далекий период и, возможно, сделать первые шаги, а для кого-то банально узнать, как работает в отношении вас закон. Давайте перемешаю колоду, с кем это связано. Что для вас это значит, что для вас внезапно, неожиданно. Хотя ведь я допускаю, кто-то получит известие из какой-то инстанции, бумага, да? Ну, с кем это связано? Правда, тут может быть известие, может быть и приглашение, туз мечей. Я всегда говорю, это, скорее всего, предшествовало, это не новое что-то. Это была путаница или сама по себе ситуация была какая-то с множеством вариантов. Или как уравнение с множеством неизвестных. Вот значит, какой-то толк будет, или будет какой-то конечный результат. Ух ты, 2 туза, точно. Кое железо пока горячо, дева. Как будто, ну, не расслабишься. Возможно, действительно придется корректировать планы. Вот именно планы. Вы там себе даже тезис какой-то имеете, расписанный по дням, а может быть и по часам. Будьте гибче, потому что тут вот именно как элемент новизны, но вместе с ним приходят возможности. 2 туза. Конечно, 2 туза, туз мечей и туз жезлов. Это больше деловая сфера. Или это сфера документов. Мечи – это у нас интеллект, поэтому карта говорит, ты будешь постоянно что-то анализировать. Вот ты, видимо, от этого не уйдешь. Где-то это может перекликаться с вашим астрологическим прогнозом. И я хочу вас пригласить, на моем сайте уже есть до конца мая, какие энергии будут оказывать влияние на вас. Ну, у нас Уран в Близнецах, да, будем говорить о Близнецы, как и вы,
планета-управитель Меркурий. Здесь может создаться какая-то благоприятная атмосфера для того, чтобы, правда, довести что-то до ума. Это может быть связано как с решением людей, которые вас окружают, но это, знаете, какая-то общая даже конфигурация, которая может быть связана вот как извне, да, или какая-то обстановка вокруг вас складывается именно так, когда нельзя терять времени. Может быть, знаете, как центр ясности. У нас может, а у нас май– это месяц между двух полнолуний. И в середине новолуния, как раз 16-го, новолуние в Тельце. Это некий базис. Новолуние– это всегда новые энергии. И кто знает, вот у вас какое-то такое знаковое время. Но я, по крайней мере, могу предположить на ваши решения, на ваши контакты, важные встречи, но и, может быть, важные выводы. Может сложиться в середине мая. Ну, перейдите, прочитайте, потому что тут проиграется как-то по-своему, но ведь это возможности. Те возможности, которые отчасти требуют коррекции планов, но уже карта башни будет говорить, что результат какой-то вы можете получить. Причем тот результат, пусть он не на 100% соответствует вашим ожиданиям, но это такое, знаете, завершение, как путаница и старт, потому что туз жезлов делит нашу жизнь всегда на период до и после. Что уйдет или что завершится? Хочется сказать, пусть идет. Вот какая-то неразбериха, опять же. Это карта птицы. И птицы, причем, посмотрите, как бы подобие скворечника, но о чем? Об искаженной информации, о людях, которые меняют свое мнение, а может быть о той переменчивой обстановке вокруг вас, когда запланировал одно, а тут на тебе, что-то перевернулось и уже это как-то приходится трансформировать, переделывать. Путаница, мои дорогие, завершается буквально, уходит из вашей жизни. Нет, я все-таки достану еще одну карту, чтобы узнать, какой сферы жизни это касается. Ну, конечно, будем реалистами, вы как раз и реалисты, мои дорогие. Тут ведь у каждого по-своему, у кого-то, может быть, в личной жизни, но у кого-то тут нам настойчиво карта больше говорит о документах. Вот смотрите, карта искренности, честности, вот на смену как раз этой путаницы идет. Карта лилии. И лилии в этой колоде прорисованы как бы в двойном варианте. Есть свежие цветы, но точно такой же витраж, на фоне которого Чиро Маркетти изобразил эти лилии. Поэтому тут правда, может у вас так складывается обстановка вокруг, когда ясности будет просто больше. Возможно, это средства массовой информации. Возможно, это вообще какие-то общемировые тенденции. Возможно, и вам придется договариваться, и какой-то очень важный разговор, откровенный, вам предстоит. Может быть, с влиятельным человеком. Я такое тоже не исключаю. С кем это связано. Я не исключаю, что для кого-то это будет и личная жизнь. Но эта карта Лилии говорит о том, что где-то благодаря вашему интеллекту и, с другой стороны, умению держать канву разговора здесь больше прояснений будет. Может быть, это как, знаете, мы прояснили тему какую-то и понимаем. В той концепции, как нас это дело интересовало прежде, сейчас нет смысла, сейчас неинтересно. Еще одна карта. У кого-то из вас это будет напрямую связано действительно с человеком, который наделен властью, наделен, ну, как имеет сферы влияния, имеет как длинные руки, мы говорим, да, ну, или сам по себе ресурсный. Иногда король мечей именно отражает эксперта. Иногда юриста, адвоката, высокопоставленного чиновника, или вот тот, который как раз сидит в этой башне, да, будем говорить, в этой конторе. У кого-то это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей или имеет там асцендент, тоже не исключаю. Иногда идут экс-супруги, ну, то, что мы называем наши бывшие. Вполне вероятно, какая-то прошлая история у вас будет прояснена. Как минимум прояснена. Почему? Потому что уходит путаница. Я не могу сказать, что уходит контакт. Нет. Потому что карта Лилии говорит, тут что-то продолжится, но в новой концепции. Вот давайте узнаем. А что же придет взамен? А вы знаете, это как наш тыл.
Это как какие-то, правда, такие могут быть зыбкие договоренности, которые не дают четкости. Потому что Луна – это всегда, с одной стороны, это возможности, возможности на далекий период, но, стало быть, здесь еще какой-то путь, может быть, это с заходом июнь, июль, но я должна сказать, конфигурация Сатурна в 2026 году такова, что до конца июля Сатурна, это владыка кармы, у нас будет находиться в таких же градусах, как и был на конец 2025 и начало 2026 года. Поэтому есть какая-то история, которая связана с тем, что нам знакомо. Более того, потом в ретро уходит движение Сатурн, и это будет до 11 декабря. Поэтому для кого-то из вас, значит, есть какая-то тема нерешенная, которая, скорее всего, она как шаг за шагом проясняется. И, может быть, шаг за шагом вы как будете отметать то не нужно или то, что уже сейчас не работает, не функционирует, не имеет значения. Но часть вопросов еще предстоит прояснить. А отчасти как будто вот этой путаницы уже ваша задумка или какое-то дело, связанное с конкретным человеком или инстанцией, тем не менее проясняется. Давайте мы узнаем, что же придет взамен. Вот это да, фантастика. Две карты Луна на разных колодах, мои дорогие, причем Ленорман и Таро. Вам самим придется действовать осторожно. Как будто идти вперед придется, но это, знаете как, мы идем по новой местности. Мы эту дорогу не исследовали. И нет у нас ни компаса, ни карты. И идем мы с вами в сумерках. Вот что-то такое может быть. Для кого-то вот со знаком плюс, кстати, проигрывается эмпатия, добро. Или вот то добро, которое, знаете, душевность какая-то. Или для кого-то это будет касаться дома, семьи, потому что эмпатия, дом, семья, любовь, тыл, да, я с этого начала. Так вот, может быть, это ваш тыл какой-то. Я не исключаю, может быть, возможность поездки или переезда, когда вы будете долго думать, а нужно или нет. Вот есть какая-то зыбкость, тем не менее. Посмотрите, два старших аркана. Иерофант. Где-то Иерофант – это вот та же самая башня. Структура, порядок, власть, организация. И мы не можем как будто отмахнуться от этого. Нам придется вот именно пройти какой-то путь. Причем вот как не сразу мы взлетаем по этим ступеням, а вступил на одну, да, отдышался, огляделся, осмотрелся и только потом иди дальше. Правда? Что вот мы говорим, что придет взамен? Какая-то траектория вашей жизни. И, видимо, тут у каждого в своей сфере. У кого-то будет действительно любовь, личная жизнь, местонахождение, как сам по себе дом. А для кого-то это может, кстати, по аркану Луна в колоде Ленорман совпадать. Может быть, где-то даже какие-то новые технологии, как пространство, да, мы говорим, интернет-технология. Может быть, я не исключаю новый вариант заработка, потому что иерофант нищий не бывает. Или какая-то новая концепция, которая будет, тем не менее, касаться, может быть, даже финансов. Потому что сама по себе карта – это, знаете, вот как стабильность. Стабильность как и в документах, так и в делах. Но вот это та стабильность, которая у вас как выстраивается, словно среди вот этих сумерек. Хочется еще одну карту. С чем это связано? С конкретным человеком. Когда придется действовать самому. Ну, вы, кстати, сильные люди, вы надеетесь на себя. Но здесь может выступать король жезлов как конкретная персона, которая вам приносит новость. Или какой-то, знаете, новый проект, который вы сами задумаете, именно потому, что как-то оказия какая-то складывается. Или складываются обстоятельства. Но надеяться на самого себя, потому что по королю жезлов, это ведь карта командира, да, будем говорить. Или того, кто отдает какие-то команды. А делать он сам не собирается за вас. Поэтому вот и вы какую-то конфигурацию, может быть, вам придется решать такой вопрос, на какой основе или в каком объеме, на какую глубину я готов или готова следовать за этими отношениями или участвовать в каком-то деле, участвовать в работе, в проекте, где там завершится
какая-то помощь или поддержка, и мне придется вот именно самой заниматься. Но как-то карта нам не раскрыла. Но это персональная карта, которая говорит что-то новое, к вам приходит с новыми людьми. Я, кстати, не исключаю, что у кого-то из вас, отправляясь в инстанции, может произойти очень важное знакомство. С чем это связано? Может произойти важное знакомство, которое, знаете, потом перерастет в дружбу, в какие-то более теплые контакты. И, кстати, все-таки две карты Луна, с учетом карты Иерофант, для кого-то ведь из вас, может быть и правда, не будем привязываться к астрологии, будет означать, ну как, в каком-то союзе, который, может быть, даже вы сейчас не вместе, то, что действительно экс мы говорим, да, какие-то прежние отношения могут вспыхнуть буквально, потому что страстная карта, король жезлов, могут вспыхнуть с новой силой. Опять же Сатурн, и словно тогда по аркану Иерофант – это вам по судьбе. Есть тут новое, то, что, в общем-то, не совсем новое, не с нуля, но с какими-то совершенно другими вариациями. И как будто по судьбе вы не можете от этого отказаться. Может быть, это у вас так складываются обстоятельства. Буду благодарна вашим комментариям, что же это такое. Но будьте внимательны. Два аркана Луна говорит: избегай толпы. Если вы, да, вот есть такое выражение, фраза «меня несет толпа». Это состояние, которое может последовать, ну, где-то угрожающим, может быть. Потому что, когда мы в толпе, мы собой не управляем. Поэтому вам немножко нужно побыть кошкой, которая гуляет сама по себе. Ну, на какой-то процент. Или на ровно, может быть, то участие, которое вы сами себе определите. Но словно делить надвое. Понимать, что по аркану Луна для нас важна наша безопасность. Или место нашей безопасности. Поэтому вот иногда, если мы говорим как дом, у кого-то может быть даже такой переезд, который, или может быть и поездка какая-то очень важная, которой вы не напрямую куда-то перемещаетесь или переезжаете, а когда через какую-то промежуточную релокацию или город, да, или местность, вот у кого-то и так может тоже совпадать. Где-то Уран в Близнецах может создавать путаницу, да, он может создавать сбои в расписаниях, сбои в системах. Две карты Луна тоже будут об этом говорить. Просто будьте к этому готовы. Что изменится в вашей жизни? А возможно, изменитесь вы сами. Сами по себе перемены волшебно. От чего-то вы не избежите. И если мы говорим, десятка пик, кстати, соответствует этой карте. А тройка – это всегда как новый старт. Это что-то будущее. Но это, видимо, те перемены, которые вам необходимы. Вполне вероятно, по этой карте это доброе что-то. Это то, что как вам может поступить как приглашение о встрече, или вы сами додумаете куда-то отправиться. Для кого-то из вас это могут быть перемены в личной жизни. По сути, нам ведь тут уже, да, все три позиции говорили, что да, ты тут получишь, дева, какую-то возможность, когда то, что тебе было знакомо, ты сейчас можешь переиграть в новое русло, как будто переложить. С большими бонусами для самого себя. Точно, вообще фантастика. Карта перемещений. Две карты. Аркан Колесница. Это карта успеха. Это карта желаний. Это карта скорости. Здесь тоже где-то подразумевается скорость. И поэтому что изменится в вашей жизни? Ритм жизни меняется. Может быть, наступает то время X в течение мая, когда вам придется, ну, буквально подпоясался и поехал. Или понимать, что, ну, видимо, и понимание приходит, потому что, опять же, как-то ситуации вокруг вас будут складываться таким образом, как подталкивая вас, может, отчасти и вынуждая провести некоторые разговоры. Или даже если вот вы можете в чем-то сомневаться, две карты Луна выпали, да, но умом так, холодным рассудком понимаете, что ехать надо, да, как в том анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. А для кого-то из вас это могут быть даже банально, как изменится ваша жизнь. Кто-то задумает поменять свое авто. Я такое тоже допускаю, но все же старший аркан больше говорит о добрых переменах, самих по себе. Значит, где-то ваша будет отчасти зависимость и от обстоятельств,
и от людей. Но вот, видимо, во власти таких стихий вы находитесь. А что же будет продолжаться? К чему все идет? Ух ты как! Ну, игра стоит свеч, будем говорить, правда? Чего-то не упустить, аркан солнца. Вот с чем вы определитесь, как будто нельзя терять возможности, а возможно и времени. Потому что складываются какие-то добрые, атмосферные, энергетические, какие-то ауры вокруг вас до конца мая, когда вас будут понимать, вас будут рады видеть. Вы сами с более своих четких позиций можете прояснить для себя какую-то путаницу или как какую-то загадку, я это тоже не исключаю. И вполне вероятно, приготовься, дело, потому что то, что ты для себя определяешь в мае, 6-8 месяцев. Ведь это карта выбора правильного направления. И вполне вероятно, я говорила, да, вы смотрите, у вас 2 светила, мои дорогие, выпали. Может быть, поэтому нам карты и говорят. Тебе придется словно вот по этой лестнице вот так вот шаг за шагом пройти. Да, в конечном итоге это и будет радость, счастье, изобилие, процветание. Какой-то итог, который ты будешь, ну вот как воодушевлен, очень доволен, как минимум, да? И аркан солнца, ведь это ясность, которая приходит после 2 карт Луна. Может быть, это 2 неопределенности, может быть, 2 сферы жизни, которые как-то переплетаются между собой, но что будет продолжаться шаг за шагом, вы проясните обе или какой-то очень сложный вопрос. Приятная неожиданность, приятный сюрприз для вас, мои дорогие. По части дома, по части переезда, по части стабилизации, по части взаимоотношений. Сама по себе карта базиса и надежного тыла, поэтому у кого-то может даже совпадать с решением вопроса, правда, по любви или, может быть, с каким-то важным знакомством, или это будет связано просто, когда вы дома что-то улучшаете, значит, будут, опять же, энергии добрые в отношении вас. Но для кого просто вот найти вот это место безопасности или определиться, может быть, с местом проживания, здесь тоже что-то приятное. Для кого-то порадуют дети, порадуют ваши близкие. Или когда вы просто с кем-то помирились, и для вас это тоже не просто имеет какое-то значение, а когда счастье, любовь, благополучие, гармония, мои дорогие, безусловно, идет, и стабилизация по этой карте. Ладно, давайте узнаем, сбудется ли ваше желание, осуществится ли задуманное. Открываем первый вариант. Ну, по 5 мечей, прямо скажем, тут какой-то конфликт. Это не новая задумка, если вот вы просто какое-то отстраненное желание загадали, то, скорее всего, этот вариант, ну нет, тут как будто сила противодействия. Но для тех, у кого из вас эта история длится какое-то время, мог быть конфликт. Или, как знаете, не нашли компромиссов. Так сбудется ли ваше желание? А здесь как будто действовать нужно. Давайте еще спросим, сбудется ли ваше желание. Вам тут нужно действовать, но очень аккуратно. С одной стороны, где-то изменить как будто, ну, изменить походку, скажем, изменить методы воздействия, методы договоренностей. Или ваше желание будет, может быть, для кого-то зависеть от того, насколько человек, вот внимание, если именно желание совпадает, когда есть вы и есть как оппонент, или есть другой человек, то понятно, что одного нашего желания маловато, мы должны какой-то отклик получить, потому что здесь первое желание зависит не целиком и полностью от вас, а от готовности желания кого-то еще. И, может быть, для того, чтобы прояснить, стоит ли этим заниматься, стоит ли это продолжать, какой-то первый шаг навстречу попробовать и совершить есть смысл, а потом как будто обдумать. Но карта может говорить: будь готов и к тому, что противоположная сторона, она как будто может быть не готова. Или тебе могут предъявить, ну или какие-то ограничения, которые тогда не устроят тебя. В конечном итоге сбудется ли желание? Вообще ваша карта, королева Пентаклей. Вы знаете, я должна сказать так, вы как будто сами тут что-то измените. Вполне вероятно,
По своей задумке вы в течение мая получите какую-то новость, известие, это точно. Когда вы поймете, что нет, вот в этом контексте, как я когда-то думала или думал, предполагала, меня это теперь, не то, что не устраивает, даже не интересно. Тут как планы поменялись. Может быть, в течение мая, вот сейчас вам это кажется желание, эх, я бы хотела, да, или я бы хотел, а потом что-то будет трансформироваться. Конечно, по королеве Пентаклей это ведь тоже где-то есть элемент настойчивости, да, вот какой-то проект, карта будет говорить, можно словно высидеть как яйцо, да, я образно говорю и надеюсь, вы понимаете мой сленг. Но вопрос, как вот целесообразности, опять же, он встанет, а в принципе, нужно ли мне этим заниматься. Ведь это тот человек, который из любого хаоса умеет отстроить порядок. И вам, а вот это первая победа, по сути дела, это какой-то конфликт. Конфликт это как, путаница или какой-то бардак. Вот вам захочется от этого отойти. Давайте посмотрим вторую позицию. 2 пятерки. Возможно, это какой-то один и тот же вопрос, но с разными конфигурациями. И если здесь конфликт, то тут глубокое разочарование. В каком-то контексте это уже не может идти. Так как было раньше, нет, так тоже не получается. Так, а на сегодняшний день какое-то ваше разочарование. Дальше что из этого получится? А из этого получится какой-то туз кубков. Хорошо, так а каким методом исполнить это желание? Элемент новизны. Вам что-то переиграть, передумать надо. Вот и правда, у кого-то может быть одно желание, но с разными подходами. Тогда второй вариант может свидетельствовать о том, что вы, может быть, на сегодняшний момент думаете, что либо вариант сложный, либо ненадежный, а ведь он может сработать. Как будто по вашему вопросу, кстати, примите это к сведению, может как прийти какая-то дополнительная информация, или вот в том варианте, в котором вы думаете, здесь тоже, скорее всего, придется что-то корректировать, потому что ваше действие, если вы задумали, оно так вам не даст результата. А здесь вот именно элемент новизны необходим. Может быть, действовать так, как от вас кто-то не ожидает. В конечном итоге сбудется ли? Но все же я больше склонна так вот, если реально посмотреть. Вы знаете, вы действительно тут что-то меняете. Вполне вероятно, все-таки аркан-отшельник может говорить, отшельник медленно идет. Возможно, это та задумка, которая тоже потребует времени. Но нулевой аркан будет говорить еще и о том, что вы с течением, может быть, у вас тут есть много внезапностей. Может быть, в течение мая у вас настолько что-то изменится, когда вы сами рассмотрите даже тот вариант, который вы сейчас не видите, или который вы сейчас отметаете, как отказываетесь. Вы не хотите этим заниматься. А потом сложится именно так обстановка, что вам не само по себе желание решается, а вам придется вот как одному действовать. Мы где-то об этом говорили. У вас выпадал, когда король жезлов, да, я сказала, человек не будет делать что-то сам. Нет. Он команды отдает. Но, может быть, складывается именно такая конфигурация событий, когда есть просто ваш интерес, есть ваш какой-то путь, ведь это карта философа и независимого человека. Но тут, конечно, важно будет не отступиться, потому что это совершенно, мы говорим, элемент новизны, новый путь. Но буквально смотреть под ноги, кстати, 2 карты Луна. Я говорила, мы идем в сумерках, мы там не ходили, мы там не были. Поэтому это требует не скорости какое-то дело, да, или второй вариант, а с одной стороны, такого душевного настроя, где-то готовности к неожиданным событиям, новостям. И когда, значит, этот вопрос, вы его решите, все-таки достигает всегда отшельник тех задач, которые он поставил. Но основная тогда будет задача, чтобы вам никто не мешал. Вот так вот много философии получается по второму варианту. Никто не мешал, мы можем и расценивать, как советы посторонних, они только вредят, на самом деле. С другой стороны,
это может быть альтернативный вариант, который вы сейчас даже не видите. Но где-то это близко по второму варианту с тем, что вы задумали. И два старших аркана нам будут свидетельствовать о том, что на вас постоянно, пока вы идете по этому пути, будут, где-то оказывать давление обстоятельства и люди. Вот такой, видимо, путь к Солнцу через две Луны, как будто, да? Или, может быть, это как два направления, но все же Солнце, стабилизация, сама как удача где-то, да, успех сейчас вам помогает. Ну, значит, можно даже очень сложную какую-то многоходовочку вы сумеете совершить. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Интересно будет, скучно не будет, это факт в мае. А я вас благодарю за вашу помощь и поддержку моего творчества, за ваши искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.